Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Настало время выполнить маникюр самой себе. Сделаем красивый выкладной аквариумный дизайн. Если вы любите его так же, как и я, смотрите это видео до конца, а мы будем начинать. Поехали! Так, ну что, 2 ногтя я уже сделала без вас. Попробовала технологию, результат мне понравился, поэтому принято решение о новом перенаращивании. Почему делаю именно перенаращивание, а не коррекцию? Ногти отрастают, становятся уже не такими арочными, как до этого. Если убрать длину, они получатся более плоскими, а мне все-таки хочется арки. Поэтому убираем все книпсером. Кстати, кто его помнит, его вместе с вами мы покупали в магазине Fix Price, и он таки оказался годным. Снимаю покрытие до тонкой подложки. В этот раз использую новую насадку конус, твердосплавную, с фиолетовой насечкой. Она имеет перекрестно режущие части, за счет чего покрытие снимается очень быстро. Мне нравятся насадки с тонким носиком, ими удобно прорабатывать периметр кутикулы. Предыдущие ногти продержались отлично. Если вы хотите увидеть, как выполнялся этот дизайн, вы можете перейти на мою страничку в другой социальной сети, которая сейчас запрещена, и там найти запись прямого эфира. Следующим этапом нужно правильно подготовить кутикулу. Отодвигаю ее при помощи апельсиновой палочки и будем обрабатывать фрезой. Но предварительно шлифую поверхность пилкой. Для этого использую 180 грит. Убираю остатки предыдущего материала, а также приподнимаю чешуйки натурального ногтя. Важно, что свободный край нужно убрать полностью, особенно в точках вроста. То есть, если посередине еще допустимо оставить ноготь, то в точках вроста его не должно быть. Иначе будут трещины в этих местах со временем, либо сколы. Для обработки кутикулы использую алмазную насадку Торнадо с красной насечкой. В чем ее отличие от обычного пламени, спросите вы? Она работает немного эффективнее, и, как мне показалось, пыль от нее отлетает специфическим образом. Ее не так много, что ли. Но существенной разницы, конечно, нету. Все то же самое. При работе на себе очень важно хорошо оттягивать кутикулу. Делаем это настолько, насколько можем. Помогаем себе большим пальчиком, либо мизинцем правой руки. В положении форвард прорабатываю левые стороны, в положении реверс правые. Скорость вращения приблизительно 15-17 тысяч оборотов. Кутикулу у меня действительно немного, но противны птериги, которые нужно тщательно убирать. Подкутикульный карман глубокий, поэтому иногда приходится работать в 2 этапа. Сначала приподнять кутикулу, срезать ее и затем снова доработать. Для того, чтобы выполнить срез, увлажню кожу, для этого использую дегидратирующий тоник. Он поможет увлажнить кожу и легче произвести срез. А для среза буду использовать ножницы. На этих кадрах кажется, что кутикулы совсем практически нету, но она на самом деле есть. Убираю то, что могу, и оставляем. Наш маникюр готов. Подписывайтесь в социальных сетях. Там вас ждет еще больше полезной информации. Убираем всю пыль, обезжириваем ногтевую пластину и теперь наносим бескислотный праймер. Это средство, которое улучшит сцепку между ногтем и искусственным покрытием. На мне обычно плохо держатся базы, поэтому без праймера не обойтись. Важно не наносить большое количество праймера, так как это может способствовать появлению отслоек. В качестве подложки использую каучуковую Rubber Base и наношу ее тонким слоем втирающими движениями.
Важно подвести максимально близко к кутикуле, чтобы искусственный материал, акригель или гель, просто не лежал на ногтевой пластине, а был именно на базе. Отправляем на просушку в лампу на 30 секунд. Теперь подготавливаем шаблоны. Вырезаю серединки для того, чтобы их примерять, а саму бумажную основу не отклеиваю, чтобы форма не прилипала к перчаткам. В скрученном состоянии подношу форму к ногтю, смотрю направление. На указательном рост ногтевой пластины у меня ровный, поэтому мне не требуется углубление в центральной части. А вот вырезать насечки под валики обязательно нужно, потому что они у меня объемные. Если этого не сделать, то ноготь будущий получится достаточно широким. При постановке на средний видно, что форма взлетает вверх из-за роста натурального ногтя. По этой причине нужно вырезать форму не вглубь, а по сторонам, чтобы она стояла ровно и ноготь не получился взлетным. Вырезаем небольшие ушки. Сама линия получается более плоской, но это правильный вырез для такой взлетной трапециевидной пластины, как у меня. И также обязательно вырезаем насечки. Когда примеряете форму, смотрите, чтобы центральная черная линия была четко по центру, без смещения в сторону, иначе и ноготь получится в сторону. Поначалу новички не всегда видят эту линию, не всегда по ней ориентируются, и бывает, что ногти уходят в сторону. Клиент потом смотрит на эти руки и понять не может, что-то не так, просит вас исправить, а вы этого уже сделать не можете. Будет страдать вся архитектура в целом. В качестве подложки будем использовать прозрачный гель средней консистенции. Мне нравится для подложки использовать ее, не густые гели. Склеиваю шаблон четко симметрично, нижние ушки и устанавливаем на ноготь. Обязательно отверните руку от себя, чтобы посмотреть на симметрию. Подложка должна быть тонкой, практически промазывающим слоем, без дополнительного объема. Особенно это касается точек ногтевого роста. Если оставить там большие капли материала, то впоследствии не получится тонких изящных усиков. Сравниваю длину, чтобы она была одинаковой с моим безымянным готовым ногтем. Убираем все излишки к центру и просушиваем. Рекомендую вам устанавливать бумажный шаблон на большой палец в самую последнюю очередь, так как он нам помогает открывать баночки, брать кисточки, их вытирать и так далее. Так будет гораздо проще. На форме сразу выкладываю нужную мне форму. Это натуральный миндаль. Сначала от точки роста у меня идет прямая линия и затем подъем к кончику. В данной форме нет никаких острых углов. Хотите развиваться и знать больше о маникюре? Приглашаю в базу знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификатов. Они доступны по всему миру. Чтобы присоединиться, переходите по ссылке в описании. Отправляем в лампу на просушку на 30 секунд. Для выкладки удлинения будем использовать невероятно красивый блестящий акригель от Космопрофи. Набираю шарик размером с горошину, ставлю его на центральную часть натурального ногтя. При помощи натуральной кисти и специальной жидкости распределяю шарик, формируя будущее ногтевое ложе. Да, это один из самых трудных этапов в создании выкладного френча. Нужно один раз его отработать, и потом у вас точно все получится.
Нужно создать правильный бортик нужной высоты. В центральной части он должен быть приблизительно 1,5–2 мм в зависимости от будущей длины. А по точкам вроста материал практически сходит на нет. Минимальная толщина 0,5 мм. При таких условиях у вас точно получатся тонкие усики, и они будут в нужном месте, в точках ногтевого вроста. И вы их не перепилите. Для того, чтобы сделать улыбку еще более четкой, используем пилочку. Делаем удлинение, похожее на миндаль, более острое, поскольку и форма ногтей у нас острая. Если бы мы делали форму квадрат, то можно было сделать удлинение более овальным. Особое внимание стоит уделить зоне усиков. В них совершаю короткие движения. Для дизайна, к сожалению, у меня не было нужного оттенка гель-лака, красивого бирюзового. Смешала из тех, которые у меня были. Тонкой кистью промазываю всю высоту бортика, чтобы линия улыбки была четкой, и растушевываю кистью к середине свободного края, полностью его не перекрывая материалом. Просушили. Теперь промазываем поверхность кончика прозрачным гелем для липкости и устанавливаем колотую ракушку. Эта ракушка меня никак не оставляет в покое, но уж очень мне нравятся ее радужные переливы. Добавляю блестящий гель с хлопьями юки. Очень классно их использовать, ведь они ложатся тонко. А также добавляем золотой потали. С ней дизайн выглядит еще более интересным. Это еще не все. На палитре смешиваю молочный гель с прозрачным для получения полупрозрачного оттенка. И этим гелем закладываю высоту у бортика, немного заходя на дизайн, и делаем растушевку. Если взять только молочный, он был бы слишком плотный, а то, что мы смешали, как раз интересно смотрится в данном дизайне, поскольку и ракушка видна, и золотая поталь. А сам кончик перекрываем тем же прозрачным гелем. При виде сбоку смотрим правильную архитектуру и отправляем на просушку приблизительно на 20–30 секунд, после чего снимаем подложку и устанавливаем прищепку. Дополнительно можно поджать обратным пинцетом, если это требуется. Тут все очень просто. Нужно состыковать свободный край с имеющимся бортиком. Мы можем увидеть, что уже после снятия форм получились классные арки. Ногти будут выглядеть узкими, и мы приступаем к опилу. При виде сверху опиливаем форму миндаль, подобно тому, как мы опиливаем натуральные ногти. Дальше нижние параллели. Тут нужно быть внимательным. Никаких резких диагональных линий и с точек вроста до кончика быть не должно. Прямая и плавный подъем. После чего дорабатываем поверхность. Сначала использую жесткую сторону пилки, а затем мягкой. Чтобы убрать все неровности, все черточки от пилки, прорабатываю бафом, он позволит сгладить поверхность. Обезжириваем, убираем пыль. Я уже вижу, какая красота получилась, но не терпится сделать покрытие топом, чтобы все засияло. Выбираю топ без липкого слоя и наношу его в средний слой. Это мой самый любимый этап, когда становится видно то, что ты делал до этого все время. Помимо этого, топом покрываю внутреннюю сторону для большей глубины и прозрачности кончика. При покрытии топом обнаружился казус, который касается акригеля. Местами он получается с мраморным эффектом. Такое иногда случается с перламутрами, но в целом это не испортило картину.
Обожаю аквариумные дизайны. На мой взгляд, это высший пилотаж. Понравился результат? Ставьте пальчик вверх, смотрите и другие видео с маникюром на самой себе. Всем успехов в работе! Счастливо! Пока-пока!